Всем привет, канал Польза.нет. И вот этот момент пришел, когда Redmi имеют IP68, поэтому мы идем его топить. Так, и снова я забыл ветрозащиту, так что сразу извиняюсь, если кому-то будет слишком громко, но вот так вы сможете примерно топить Redmi Note 14 Pro 5G, есть еще 4G, Redmi Note 14, 14 Pro Plus, есть китайская версия, которая отличается еще и по экрану. И надеюсь, что он не утонет, а самое главное, что вы должны запомнить, что Redmi у меня пока не тонули, чему я несказанно рад. Плюс еще, видите, экран, в принципе, адекватно реагирует на касание даже влажный, когда, но это вам не OnePlus. Вот OnePlus вообще все равно. Но с другой стороны, это тоже неплохо справляется и в целом, видите, работает. Так что смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, я так думаю, у меня это дело получится. Почему? Потому что я буду вам рассказывать Redmi Note 14 Pro 5G, не путаем с 4G. Если говорить об этом устройстве, первое, у меня он был 3 месяца назад в китайском исполнении, там был чуть-чуть другой смартфон, но по большому счету те же тапки, только в профиль. Почему? Потому что процессор тот же, форма та же, экран тот же. Xiaomi решили разделить все это дело и сделали нам Poco X7 и Redmi Note 14 Pro 5G. Два идентичных смартфона за разные деньги. Да, здесь чуть-чуть другой основной сенсор, интереснее с точки зрения, в первую очередь, цифр, то есть там 200 мегапикселей, вау. Но тот же экран водопад, защита от влаги IP68, мы его топили, с ним ничего, кстати, не произошло. Помимо этого, из суперсилы здесь можно влажным экраном пользоваться, реально можно. Неплохой звук, хороший сканер отпечатков пальцев, eSIM, на секундочку. Разумеется, это глобалка со всеми бендами, 120 Гц экрана, почти 700 тысяч баллов в Antutu, 2 физические симки, и вроде бы он прям супер. Идет зарядка с ним в комплекте на 45 Вт, помимо этого еще и чехол идет. И сравнивать я его буду с Poco X6 Pro по съемке. Почему? Потому что если у вас есть этот смартфон вам не нужен, хотя, возможно, вам больше нравятся экраны водопада. Но подводных камней здесь миллиард помимо ценника. И я думаю, что вам будет интересно. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в белой коробке с названием, изображением и, разумеется, краткими характеристиками модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте у нас сам смарт с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство и блок питания на 45 Вт, который потреблять он не будет. Он обычно потребляет 33-35 максимум. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Разумеется, карту памяти сюда не запихать. Вес смартфона составляет 186 граммов, а габариты 163 на 74 на 12 миллиметров вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Когда у меня Poco X6 Pro кончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro. И еще я лимитку Poco X7 Pro разыгрываю, условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем же к смартфону. Начнем. В продаже есть черная, зеленая и фиолетовая расцветка данной модели. Дизайн модели такой же, как у модели Poco X7 и китайской версии Redmi Note 14 Pro 5G. Грани не прямые, а закругленные, ко всему рамка пластиковая. Такой вот почти полный водопад. В фиолетовой расцветке тыльная часть выполнена из эко-кожи, а в остальных двух расцветках из стекла. Сборка устройства неплохая, ко всему смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP68. Также используется технология для корректной работы сенсора, даже с водой на экране. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, ИК-порт, кому он нужен, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. И напишите, пожалуйста, кто реально из моих зрителей использует ИК-порт. Звучание с перекосом по громкости между динамиками, разумеется, но хорошо, что некоторое количество настроек для звучания и поддержка технологии Dolby Atmos в наличии. Bluetooth кодеков достаточно. На экране вы видите список поддерживаемых кодеков, линейный вибромотор по оси X настраиваемый, что уже радует ко всему, с учетом веса смартфона. Мощности вибро, в принципе, хватает, но все равно есть ощущение, что он слабенький. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus второй версии, что очень даже хорошо. Плотность пикселей субфлагманская 446 ppi, и мы сразу вспоминаем, допустим, вчера я делал обзор на ZTE Nubia Z
Z70 Ultra, который $600 плюс за глобалочку, если брать вместе с таможней. И там такая же плотность пикселей. Цветовой охват здесь 100% DCI-P3, поддержка Dolby Vision и HDR10+. Яркость по моим замерам на 100% яркости, в принципе, чаще всего он показывает 750 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках можно выбрать динамический режим или настроить частоту отдельно для каждого приложения, но не для всех. Некоторые приложения сами выбирают. Тест на дискретизацию касаний выдал далеко не лучший результат, а также экран плохо откликается на 10 касаний одновременно. Понятно, что можно все в настройках химичить в игровом режиме, и это намного лучший результат, чем у ZTE Z Nubia Z70 Ultra, но, с другой стороны, хотелось бы чего-то пободрее. Always On Display в наличии, как всегда, обрезан сознательно производителем, он здесь только 10-секундный. Таким образом, Xiaomi разделяют флагманские устройства от эконом-класса. Показатели шима TNA с поверками вы сами видите на экране, там и 40% на минималке есть, хотя, с другой стороны, в основном, когда вы будете пользоваться данным смартфоном, шим выше 10% подниматься не будет. С другой стороны, если вы будете играть, учитывая, как он сбрасывает яркость через 5 минут игры в PUBG New State, не показывает 90 FPS, он показывает всего 450 люксов, да, шим будет влиять, потому что шим появится. Но, может быть, вы не будете играть в него, как вариант. Система безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренного под экраном, функцией распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. И хотя сканер отпечатков пальцев находится довольно низко, и это а-ля дешевый вариант развития событий, он не маленький здесь, и лично я вообще не промахивался, либо уже привык просто к бюджетникам от Redmi при тестировании. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, что привычно для Xiaomi. Распознавание лиц срабатывает без особого труда, и биометрические данные можно завести до 2 лиц. Процессор MediaTek Dimensity 7320 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор Mali G615MP2, а нейронный MediaTek APU 655. Оперативная память типа LPDDR4X, да, это печаль, на 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память еще более печальная, UFS 2.2, на 256 гигабайт или 512 гигабайт. Сэкономили, просто чисто сэкономили на памяти и на внутренней, и на оперативке. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, и здесь сэкономили, специально не завезли сразу 15 Android, чтобы у вас потом было минус одно обновление. 15-й-то давно уже есть. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии 5.4, 5G сетей и ниже, и даже есть eSIM. Датчик приближения виртуальный, работает у меня он плохо. Кто-то может вам сказать, что он стал работать лучше относительно чего-то из других виртуальных. Я не вижу причины, почему они не ставят его физически. Можете написать, может быть, у кого-то есть ощущение в комментариях, что он лучше. А лучше наспамьте там и напишите, что Xiaomi достали виртуальным датчиком. Дайте нормальный датчик, и мы будем много покупать ваших смартов и пользоваться ими долго. Или как раз поэтому они не хотят туда физически запихивать, чтобы мы долго ими пользовались. NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay и спокойно оплачивать покупки. GPS данной модели однодиапазонный, за что минус, и поэтому отрабатывает он не волшебно. Тест в городских условиях показывает точность у меня до 2 метров, при том, что если им реально пользоваться, какой-то он здесь не волшебный, мягко скажем. Видал я намного лучше. Емкость аккумулятора 5150 мАч. В PC-марке устройство выдало результат более скромный, чем китайская версия данного смартфона, что неудивительно. И он выдал 8 часов 18 минут. Выбил он 12 800 баллов. Не очень мало, но и не очень много. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания, в отличие от китайской версии, в среднем за 1 час, плюс-минус. Беспроводной зарядки и беспроводной реверсивной не поддерживает смарт. Хочу отметить очередной раз, что мы буквально там 2 года назад рассуждали, что скоро будут 300-ваттные зарядки. Потом недавно нам показали 300-ваттную зарядку для смартфона. Потом сказали, мы поменяли тип аккумулятора. Где-то пишут, что аккумуляторы меньше количество раз могут перезаряжаться, где-то больше. Но, в общем, в целом аккумуляторы чуть-чуть больше, но заряжаются они чуть-чуть дольше теперь. И в итоге у нас зарядка на 45 ватт, которая реально показывает 33 ватта, и заряжается он час. За час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит в среднем 4-5% заряда. Притом в играх все, мягко скажем, плохо. То есть, как только ты включаешь PUBG New State, он не то что 90 FPS тебе не показывает, он сразу сбрасывает яркость до 400 люксов, и ты технически можешь сказать, что там 20 с копейками процентов он ест в час. Но тач отваливается, все равно есть ощущение, что греется, подтормаживает, даже учитывая, что у него 600 тысяч баллов в Antutu, ведет себя он максимально плохо. И оптимизация, так же, как и в Poco X7, она никакая сейчас. Я подожду чуть-чуть, как и вы, чтобы они дооптимизировали, потом мы еще раз его прожарим, мы и Poco
Poco X7 прожаривали на канале для стримов, и этот смартфон. В тротлинг-тесте смартфон выдает 361 гипс максимально, 280 гипсов в среднем и 236 гипсов минимально при 100 потоках в 60 минутах. И это плохо. Стабильности здесь тоже мало. Что он выбивает в Geekbench, 3D Mark и всем остальном вы видите. С одной стороны, вроде устойчивость чуть ли не 100%, с другой стороны, цифры максимально скромные. То же самое касается внутренней памяти, которая, к сожалению, не выбивает каких-то космических цифр, хотя могли бы UFS 3.1 поставить, а по факту 2.2. Далее, основной сенсор Samsung S5K HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, его а-ля суперсила. И этим он отличается от того же Poco X7. Оптостаб, фокусное расстояние в 23 мм и разрешение для видеосъемки максимум 4К 30 FPS, 60 FPS недоступны. И сейчас буду написывать так же, как и в Poco X6 Pro, с которым я буду сравнивать, что через нестоковые программы можно как-то завести. Но, друзья, вы покупаете смартфон не для того, чтобы с ним химичить, уж тем более с камерами в смартфоне за $200. У вас есть стоковая программа, и все. И да, этим он отличается от Poco X7 Pro. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор 20 мегапикселей с апертурой 2.2. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. В сравнении со смартфоном от Poco X6 Pro по видеосъемке все довольно вплотную. Только вот на Redmi слегка более выкручен контраст. В итоге большинство цветов отображается более насыщенными. Хотя это далеко от реальности. В некоторых локациях с недостаточным освещением Poco показывает лучший результат. При этом стабилизация, как по мне, практически всегда лучше отрабатывает у Redmi во время сравнения. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Так, как говорится, 4К 30 FPS, и пусть это подло и эффективно. Почему? Потому что если вы будете сравнивать с X7 Pro, который стоит так же, как и Redmi Note 14 Pro 5G, то там 4К 60 FPS на основной модуль, и это как минимум нечестно. Нечестно по отношению к чему? Ко всему. Так же, как по отношению к нам нечестно то, что делает Redmi, да, с их ценовой политикой. Вот это X6 на Poco X6 Pro, это X6 на Redmi Note 14 Pro 5G. Сказать, что снимает что-то лучше-хуже, ну, по мне паритет. Единственное, Redmi выкручивает контраст вот этой вот желтизны у облаков, красноты точнее. То есть Poco сейчас передает цвета правильнее во время заката, и все. И две фронталки. Я скажу, что цвет правильнее на Redmi, но динамический диапазон у Redmi плачет. Плачет, нервно очень плачет. 4К 30 FPS, и повторяюсь, по стоимости я бы должен был сравнивать его с Poco X7 Pro. Но ввиду того, что снимать может 14 Pro только в 4К 30 FPS, могу я его снимать только, сравнивать только с Poco X6 Pro. И повторяюсь, здесь еще кое-кто надвое сказал из разряда того, кто лучше. Может, программно они Poco X6 Pro и ухудшат, но, к слову, у меня есть один молодой человек, который помогает мне отправлять в СДЭКе товары, и он не знал, что Poco это то же самое, что Redmi, и то же самое, что Xiaomi. То есть, в принципе, сепарировать бренды у них получилось, но по факту мы-то с вами знаем, что это один и тот же бренд. Так, и фронталка 1080p 60 fps. Разница есть, разница не в лучшую сторону для Redmi Note 14 Pro 5G. Опять же, вот он очередной. За что? За процессор? За что? За камеру? За что вы должны заплатить больше в долларовом эквиваленте? Ну, то, что он свежее на год. Можно свежий другой. Ну, такая специфическая штука. Когда они делают в виде Poco X7 его, или Poco X7 делают в виде него, ну, вы поняли. И да, можно было бы Poco X7 бы сравнить, но хочется чего-то, хочется трэша, и, по-моему, получается, правда? 4К 30 FPS, ночь, и вот так вы сможете ночью снимать плавненько на эти смартфоны. Но самая интересная ночь, потому что день плюс-минус одно и то же. Всегда. Так, ну что, 4К 30 FPS, съемка с двух рук, вот так примерно вы сможете снимать, опять же, в тех же локациях, в которых я
все время это все дело снимаю. Насколько хорошо или плохо решать, разумеется, вам. И если это делать, как говорится, slowly, то есть медленно, то плюс-минус все будет неплохо. Надеюсь, что меня не забанят за звуки. Ну давайте супер-супер медленно, да, потихонечку проведем. И вы видите, да, разницу? Я вижу разницу здесь. X6 Pro ушатывает по полной программе на основе. Может быть, я не прав. Напишите. И 1080p 30 FPS, ультраширик. Вот это максимум для ультраширика. Фронталка 1080p 60 FPS. И здесь правильнее, лучше отрабатывает X6 Pro фронталка. Хотя опять же все, как говорится, относительно. Вот так в движении. Вау. Ну-ка, а что это происходит? А как так может быть? Да? С цветами, конечно, такое себе. Так, и всем свидетелям грязных объективов. Я уже очумел протирать оба этих объектива. Вот так они работают со светом. И, к сожалению или к счастью, кстати, вот сейчас Redmi отрабатывает на некоторых источниках по видео лучше. Хотя все относительно и все относительно. В общем, я бы сказал, что плюс-минус одинаково, но вам может казаться по-другому. Вот так примерно сможете снимать стационарно. Да, Redmi, правда, здесь с светом отрабатывает лучше в 4К 30 FPS. И вот так примерно сможете снимать в этих условиях обстановки. Ультраширики еще по прошивкам. Вот смотрите, для примера я выставляю 60 FPS на Poco, и он автоматически меня переключает на основной модуль, извините. А как только я вот сейчас, допустим, с основного модуля, точнее на ультраширике, нажимаю на 60 FPS на Redmi, ничего не происходит. То есть понятно, что вроде перепрыгивание бесит, с одной стороны, с другой стороны это удобнее. Хотя, опять же, колесико, которое у меня в Redmi, оно удобнее, чем вот это вот дело, которое сейчас на Poco. Еще немного фронталки. Да, я не буду особо много снимать на Redmi, потому что, повторяюсь, еще на Redmi у меня на китайском есть обзор. Хотя он отличается довольно сильно, но даже его я бы на вашем месте советовал бы посмотреть, если вам уж хочется так аппарат этот. Так, все, отключил автовыбор частоты кадров у Redmi. Если увидите разницу, напишите. До этого был автовыбор частоты кадров. И насколько лучше он стал снимать, вам решать. По мне, плюс-минус те же тапки, только в профиль. Но, может быть, и правда что-то поменялось. Давайте огонь поснимаем. Стационарно. И вот так сможете... Кстати, да, я что-то замолчал, а если я музыку не буду перекрикивать, то тогда ролик будет вырезан по этот кусок. Еще немного сравнения косметики. Говорится, ставьте на паузу или медленно смотрите и оценивайте, насколько хорошо все отрабатывает. Скажи, ты бы электронику показал бы. Вот вся электроника. FPS, съемка с двух рук и аккуратненько. Вы можете наблюдать, как могут два эти смартфона снимать днем. Реально минуты вам хватит для того, чтобы оценить, как великолепно красит Redmi. Вот то, что вы видите с облаками, нет, там нет вот этой вот розовой темы в безумных количествах. Но вот так. Вот, кстати, можно посмотреть, как зум отрабатывает. Там человек стоит, ничего не видно классическим образом. Ни на тот, ни на другой смартфон. Ну и так и должно быть. Это хорошо, что ничего не видно. Я за то, чтобы ничего не было видно. Хотя многие любят зумить. И вот так в течение минуты сможете снимать днем. И 4К 30 FPS, съемка с одной руки. Опять же, вчера я катал таким же образом на Nubia Z70 Ultra. Посмотрите, там было 4К 60 FPS, но по мне здесь 4К 30 FPS более плавные. Но это не значит, что, допустим, тот же
Poco X6 Pro отработал бы хуже. Но что есть, то есть. Самое главное, знаем, что здесь максимум 4К 30 FPS, не 60 FPS. Я пока не нашел здесь телевика, наверное, его и нету. И, скажем прямо, смартфон не блещет. Может быть, его сделают супер дешевым потом. Опять же, хочу отметить, что хотя я его приобрел, получается, дороже, по-моему, за тридцатник вообще, но мне в подарок дали Redmi Watch 5 Active. То есть, в принципе, если вычесть Redmi Watch 5 Active из стоимости, хотя бы там 2500 рублей, получается более-менее адекватно, но опять же, все равно это стоимость Poco X7 Pro, а там абсолютно другой уровень всего. И барабанная дробь, где тогда Redmi? Это из разряда того, что Xiaomi, получается, со своим Redmi пытается сделать, это вообще какая-то прокопесная тема со съемкой. Все, я останавливаю. И такая же история примерно на основной модуль. К сожалению, мне нужно, не замолкая, просто что-то вам говорить, иначе у меня музыка будет перебивать голос, и тогда у меня ролик забанят. Ультраширик 1080p 30 fps, точнее не забанят, его просто заблокируют, скорее всего, для просмотра в каких-то регионах. И, разумеется, нехорошо, потому что обычно блокируют как раз для территории Российской Федерации. И 1080p 30 fps фронталка, роллинг шаттера мы не видим, и это хорошо. Вот, наснимаю еще завтра примеров, но уже неплохо, мне кажется, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Дорого, потому что есть пиксели в эти деньги, есть еще очень много всего в эти деньги, начиная с покапотов, и в долларовом эквиваленте, ну, как бы не радует вообще. 4К 30 FPS, я сейчас устраиваю экстрим, потому что приехал лифт вот с таким щитком открытым. Ваши ставки. Надеюсь, что все будет хорошо, тогда вы увидите этот ролик. Вот так примерно сможете снимать себя на этот смарт. К сожалению, 4К 30 FPS это максимум. По зуму понятно, что лучше их не использовать в подобных условиях. И без сравнения, если снимать, ну, в принципе, неплохо. Главное не сравнивать, правильно? Ну и также главное не включать ультраширик, потому что прям мыло-мыльное совсем. 4К 30 FPS, немного видео еды. Кстати, цвета вообще адекватно передает. Вообще адекватно. Почти. Почти идеально. Молодец. И фронталка отдельно 1080p 60 fps. Вот так сможете себя снимать в лифте. Эффектно или эффективно, решать вам. Повторяю, что фронталки плюс-минус везде одинаковые, ничего супер волшебного у них не бывает в лифте. Но бывает меньше шумов, разумеется, и бывает лучше. Вам бонус. Напоминаю, что есть разные версии. Есть глобальная версия, есть русская версия. Допустим, в глобальной версии запись разговора без уведомления собеседника отсутствует, а в русской и в китайской она вроде бы есть. Будьте внимательны, если вам эта функция нужна, хотя я к ней отношусь специфически. По поводу фотографий, все исходники в моей личной телеге. По поводу цвета, вот здесь 14 Pro 5G лучше передает цвета однозначно. Это у нас фронталка, как вы видите. И насколько хорошо одна и вторая отрабатывает, вы тоже сейчас видите. По мне, однозначный лидер фронталка у 14 Pro 5G, хотя помним, что контора одна и та же. По мне, он выигрывает исключительно из-за правильной цветопередачи, потому что все остальное плюс-минус одинаковое. По поводу основных модулей, вот смотрите, Redmi против Poco. Работа со светом. Вот здесь со светом отработали они плюс-минус одинаково. Сказать, что на каких-то участках просто Poco выносит Redmi или наоборот. Ну вот Redmi, допустим, здесь чуть-чуть лучше справился. Потому что здесь лучи идут вот под таким углом, а здесь под таким. Наверное, в этом логика. Где-то чуть больше замыливания у Poco. Хотя у Redmi тоже не все волшебно. Если брать, допустим, вот эту колонну металлическую, здесь Poco выигрывает в ней. Но по работе со светом можно сказать, у Poco лучи, а зато у Redmi
Redmi вот такая вот блямба получается, как зайчик солнечный. В общем, здесь паритет по основным модулям ночной съемки, фотосъемки. И если брать дневную фотосъемку, опять же, 14 Pro 5G, по мне, хотя выкручивает контраст, как и с видео, выглядит более интересно. Ультраширики позорные, сравнивать их смысла нет, а вот основы вы сейчас видите примерно. Хотя Poco тоже вроде неплохо справляется, если смотреть, допустим, на здание, можно еще и выбрать даже Poco, а не Redmi. Если же смотреть на дальние объекты, мне больше нравится, как с ними отработал Redmi. То есть те же тапки, только в профиль, что Poco, что Redmi, только год прошел, и, ну да, можете в 200 мегапикселей делать фотографии. Вот в принципе и все. Еще раз смотрим исходники, делаем для себя выводы. Минусы: медленная зарядка, пластиковая рамка, вибромотор мог бы быть получше, старенький USB Type-C разъем, виртуальный датчик приближения, слабая, медленная внутренняя память, которая не особо по цене отличается, но они не хотели ее запихать, и оперативная. И на данный момент нулевая оптимизация в играх и не очень хороший GPS. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Есть еще закрытый телеграм-канал, если хотите помочь проекту. Это такое альтернатива спонсорства Ютьюба. За звездочки в телеге по ссылке в описании можете подписаться. Резюмировать я бы хотел довольно долго и, как всегда, мучительно. Смотрите почему. Потому что я хочу вас просто навести на какую мысль. Неважно, сколько этот смартфон стоит, они по-хитрому выпустили его на Android 14 версии, это минус одно обновление, и на HyperOS первой версии. Poco X7 Pro вышел на HyperOS 2. На секундочку. Ну и, разумеется, это абсолютно два разные смартфона. По поводу возможности его, фото и видео. Фото неплохо, видео 4К 30 FPS вам особо и не надо будет, но, может быть, вам будет этого дела достаточно. Если говорить о том, что брать, разумеется, на данный момент нужно смотреть на Poco X7, но у Redmi есть магия. Они потом становятся дешевле, хотя я отошел от основной мысли. Основная мысль в том, что они сэкономили и на внутренней памяти, и на оперативке. И это, конечно, дичь, потому что на данный момент как раз из-за них, мне кажется, у тебя нет игрового никакого вау-эффекта. Плюс реально не очень хорошо работает GPS, и он еще однодиапазонный. Да, за 200 с лишним долларов это такое себе. Они реально и на этом сэкономили. И если посмотреть в общей картине, да, IP68, да, есть свои фишки. Но никаких там обходных зарядок, как у третьего-второго эшелона Infinix Tecno, здесь нет. Никаких запасов лютых здесь нет. То есть, если для обычного домашнего использования фотографировать счетчики, играть, что-то подобное делать, его хватит. Но и Poco M6 Pro хватит. Это дело должно стоить в районе $200 для того, чтобы на него обращать внимание. Опять же, мое субъективное мнение. 210, 220 это прям вот предел. Будет уже интересней. Почему? Потому что вот эта сумма штуковин, там пониженная версия операционной системы, специально, сознательно, они чуть-чуть позже ее выдвигают. И, разумеется, для большинства, как и для меня, последний гвоздь в крышке вот этого вот радости — это виртуальный датчик приближения, который, в принципе, у покафонов. Зачем они это делают? Почему они это делают? Я не знаю. Они сознательно эту линейку топят относительно какой-нибудь там линейки 14T, потому что в этот момент хочется сказать Poco F6, Xiaomi 14T, но с физическим датчиком приближения какими-то моментами будут лучше. А Realme тоже купил 14 Pro, 14 Pro Plus, Redmi Note 14 5G. Будет сегодня прожарка, на этот был, получается, уже 2 прожарки. Из того, что сейчас в эти деньги, разумеется, надо смотреть обзоры вам у всех, и у меня тоже на Poco X7 Pro, там что-то допилят. Сегодня это смартфон не на свою стоимость, даже учитывая все эти супер характеристики. Так что девайсу от меня однозначно дав $220. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.